Доброе утро, 13 июня. Бегу в Праксис к ортопеду. Как вчера я говорил, подготовил маленький текст о том, что меня беспокоит, чтобы медсестрам дать прочитать. И попробую взять термин. Ну а потом на курсы буду презентовать свое резюме, скорее всего, сегодня. Вот такие планы. Так, взял термин на 26 августа аж. Ну, как бы с моими проблемами раньше не дают. Вот, с горем пополам объяснился. Не так все там вышло страшно и плохо, как я думал. Я думал, будет намного больше вопросов мне задавать. Жена как-то меня немножко напугала, что там у них все строго. Но, тем не менее, все получилось. Вот, так что теперь на курсы. Это удивительно, но в поле сейчас нету ветра. Вот я вышел после обеда гулять, и, наверное, не вспомню другой такой день, чтобы здесь не было ветра. Наоборот, здесь всегда так выдувает, ужас просто. В общем, пока я утром пришел после записи на термин к врачу на курсы, открыл Телеграм, а там Израиль нанес удары по Ирану. Началась эта вся возня. Я так в течение дня поглядывал, но вот сейчас перед выходом тоже смотрел. В общем, Нетаньяху летает на самолете в ожидании ответки от Ирана. Ну и вроде как серьезно покоцали там верхушку иранскую военную, и вроде как нанесли удары по объектам. Уже даже первые снимки появились спутниковые ядерных объектов иранских. Ну, как бы поверхность побита незначительно, но я так понимаю, они что же там в Израиле не дураки и бьют теми ракетами, которые способны пробивать что-то там. Вообще, если так, мое профессиональное мнение, как эксперта, я прикалываюсь, конечно, то есть чисто на уровне интуиции и там общего какого-то понимания процессов, которые мне доступны. Я так думаю, что все это закончится ничем со стороны Ирана. У аятолл сейчас основная задача, как более-менее сохранить лицо в этой ситуации, когда тебя разносят по всем фронтам. Последнее, что там было серьезное, это когда... Я сейчас боюсь ошибиться. Это когда пейджеры были, да, наверное, и Иран должен был вписаться просто за Хезболлу. И они там что-то выпустили, какое-то количество шахедов туда-сюда. В общем, такой пук был. Незначительный пук. То есть они уже раз утерлись, а теперь, соответственно, утираться нельзя. И они сделать-то, как я думаю, ничего глобально не могут. Но надо что-то такое показать, что вроде как мы и ответили, и не злить дальше израильтян. Вообще, конечно, ситуация плоха, как на мой взгляд, оттягивает внимание от Украины, дает возможность Трампу там что-то, сейчас он вылез тоже в трусов, что он начинает там рассказывать, я давал им время, а вот они, вот сегодня 61-й день, это он типа, наверное, пытается реабилитироваться за то, что он Путину тоже там 2 недели давал, с ним не сработало, думаю, сейчас я этим инфоповодом перебью или как. Ну, короче, политика, внешняя политика американская сейчас, конечно, удивляет. Ну, я, как говорится, лысая гадалка. Если это еще звание никем не забрендировано, то я думаю, что все закончится вот так. Израиль там, как всегда, все покрошит, а эти, как всегда, сделают вид, что они очень жестоко ответят, и на самом деле ничего толком не ответят. Ну, надеюсь на это. Не хотелось бы там еще каких-то глобальных боестолкновений там еще. И так люди мрут, как мухи везде. Поэтому не хотелось бы. Ну, посмотрим, чем оно закончится. Так, ну, в общем, за геополитику я все объяснил, да? Теперь можно к своим делам насущным перейти. По поводу курсов, значит, я сегодня же собирался презентовать резюме свое Тодеушу, куратору нашему. Ну и это получилось. Но, как говорится, Хьюстон, у нас проблемы. В общем, очередь ко мне дошла там под самый конец дня. За полчаса где-то до конца. И передо мной была куча ребят, которые там совсем слабенькие. То есть
редактирует резюме свое, оставляя пункты от того человека, который в образце писал что-то. То есть парень написал, что у него нет прав, но при этом, что он работал водителем такси. Он увлекается футболом, но при этом оставил баскетбол от предыдущего владельца резюме. Ну или из примера просто. Ну, короче, такого рода ошибки технические, или как их назвать, невнимательность, или он не понимает, что нужно удалять. В общем, затрудняюсь сказать, в чем там проблема у него, ну, конкретно. В общем, Тадеуш ему там все черкал, исправлял, и потом после него даю свое резюме я, и он такой: опа, говорит, Валерий, ты, говорит, можешь с этим резюме получить, мол, хорошую работу в Германии. Но тебе нужно язык знать. Говорит, что ты вообще здесь, типа, сидишь, а не на курсах B2. И я ему давай объяснять, говорю, да мне вот сказали, иди сюда. Ну, я просил B2, но мне сказали, а что мы не можем тебе дать, типа денег нету. Если бы ты конкретно вот сказал, я хочу быть там тем-то, тем-то, а я говорю, ну, как бы в некоторой неопределенности. Ну, это же я ему пытался объяснить все на немецком, там, с помощью соседей, и сам что-то там меня прорвало. В общем, немножечко барьер психологический сегодня снялся. Я начал и понимать чуть-чуть этого Тадеуша, вслушиваться как-то в то, что он говорит, и немного понимать. И начал чуть-чуть что-то говорить так в режиме автопилота. То есть я говорю, а сам даже не думаю, что оно как-то льется из меня. Прям не знаю, что там я ему натарахтел. Ну, в общем смысле, я надеюсь, он понял. Ну, тем более он как бы поляк уже в возрасте. Он русский где-то знал раньше. Худо-бедно что-то понимает. Вот. Где там я оставлял русские слова. Ну и да, я говорю, так как у меня была некоторая неопределенность, они говорят, пойди, мол, на этот курс, вот, который я сейчас прохожу. Он такой, это не дело, надо, значит, говорит, займусь тобой я во вторник. Типа приду на работу, я вот это, говорит, твое резюме шикарнейшее себе скинул в ноутбук. Я, говорит, буду звонить в джоб-центр. Я такой что-то приуныл, короче. Ну, у меня есть надежда, что я с этой Эллой, русскоязычной его коллегой, в понедельник же встречаюсь, и мы с ней тоже как бы договаривались, да, мои дела поработать. То я надеюсь, что она может его как-то чуть-чуть приостановит. Вот, потому что, ну, я вообще не горю желанием сейчас бросать. Ну, я уже так что-то воспринял это, что он сейчас позвонит, скажет, что вы пацана сюда прислали, типа, пускай он отсюда уходит, и дайте ему, типа, разрешение на B2. Ну, как-то он, типа, будет за меня, мол, топить. Это я себе такое навоображал. А там посмотрим, как оно будет, конечно. Ну, это еле я говорил, что я, по сути, не знаю, чем я хочу дальше заниматься. То ли ЧПшкой своей, то ли работать. Ну, в общем, и я же ему тоже такой раз, думаю, идет это движение. Я говорю, у меня ж и прав нету, там все вакансии я посмотрел, такие классные, шикарные, но язык и права. А он, ну, права это, мол, второй вопрос. Говорит, да, ты прав, без прав никуда. Но это, говорит, после языка. Язык, типа, основное. И я такой, приуныл. Если бы он сказал, я тебя на права сначала отправлю, я прям бы, конечно, сказал, звони уже сегодня. Ну, вот такие, получаются, новости у меня. Что там Элла это скажет в понедельник, даже не знаю. Ну, я почитал сегодня резюмешки, вакансии по моему профилю. Я попросил, как бы, у чата GPT проанализировал мое резюме, предложить, вот какие позиции я здесь, чтобы не сильно деградируя, как бы, в карьере, мог бы искать. Ну, и он мне рассказал, там написал, как они по-немецки называются, и я ж их через поиск на джоб-центре посмотрел. Ну, и выходит, что всякие, вот, как и я и думал, региональные менеджера, управляющие там какими-то филиалами, что-то вот такое там. Ну, есть, конечно, и более простые, типа там региональные просто, типа не региональный, как-то территориальный менеджер. Ну, в общем, смысл такой же, как и в Украине. Ходишь, продаешь что-то там, обзваниваешь, общаешься. В общем, то, что мне душа к чему у меня не лежит. Я и в Украине этим не занимался уже 300 лет. Как бы и неинтересно. Оно мне на вольные хлеба ушел. А тут, тем более, с языковым барьером, ну, как бы я без мотивации этот язык до достаточного уровня не выучу, 100%. То есть я бы уже его выучил, если бы у меня мотивация была. Поэтому все идет вот так пока что. Ну, я удивился, конечно, в значительной мере, что он так прям отреагировал. Я все-таки надеялся, что он найдет там пару ошибок каких-то и что-то исправит.
Но, как всегда, я, короче, себя недооценил, судя по всему. Ну и резюме, по сути, правдивое. То есть я там ничего не приукрашивал. Вот как есть. У меня единственное, что я делал, если, допустим, у меня были такие моменты в трудовой, они записаны, когда я работаю в одной компании, допустим, я работал, будучи студентом, ну что-то больше года, там, может 2 даже. Я был, по сути, комплектовщиком заказов, как на Амазоне. Только продуктовая компания, то есть ночью я собирал заказы на торговые точки. Это, по сути, компетенции сборщика, да, или комплектовщика заказа, здесь комиссионер, или как это называется. Вот, у меня в трудовой, соответственно, запись грузчик, потому что, ну, либо так тогда писали, либо, ну, в общем, я не знаю, почему такая запись, не было, видимо, у них комплектовщиков, или они не хотели заморачиваться. Короче, вот так вот. Соответственно, я же пишу здесь, что это комплектовщик, потому что, ну, фактически действия такие выполнял. С грузчиком вообще там ничего связанного не было. Ну, максимум, что мы, собрал поддон, вывозили его на загрузку в машину. Потом, допустим, я после этой работы уволился и через неделю в эту же фирму устроился торговым представителем. Почему я вот даже не могу вспомнить, почему именно так вышло, что я не перевод попросил, а именно уволился. Я вот не могу сказать точно. Но сам факт, что я в той же фирме дальше продолжил работу через неделю буквально на более высокой позиции. Соответственно, в этом резюме я уже указывал, что просто ставил промежуток, не расписывая, что вот я работал с сих до сих комплектовщиком, а потом неделя перерыва, и я там же работаю торговым представителем. Нет, я писал вот типа с этого года по этот год работал, но с такого-то там месяца я был типа переведен на должность торгового. Что по сути как бы, ну, так и есть. Там вот эти формальности, они тут нафиг не нужны. И они как бы не меняют суть моей работы и как бы биографии. Ну и там дальше тоже, где там переводы, у меня было такое, что-то там, была еще, по-моему, одна ситуация, когда я тоже, хотя там, может, меня переводили, ну, в общем, не помню. Вот такие шероховатости я из резюме убрал. Соответственно, оно полностью соответствует моей трудовой биографии, и компетенции, которые там расписаны, тоже все это я выполнял. Ну, как бы, ни в чем я не соврал, но он впечатлился, и оно как бы так читаешь, да. Ну, я ж про себя думаю, конечно, что я послабший специалист во всем этом деле. Ну, это я люблю, короче, критично к себе относиться. Я что еще забыл сказать? Я сам сейчас вот думал про резюме это свое и осознал, что его впечатляет, наверное. У меня там выходит так, что все эти мои трудовые достижения, они получились каким образом? Получается, я вот первый, да, случай, когда я рассказал, я был комплектовщиком, потом устроился в той же фирме на торгового представителя. Но там-то у меня написано, что перевод. И это, по сути, моя, по-моему, первая деятельность трудовая. Нет, получается, у меня первая идет, короче, как же там было? Продавец-кассир, по-моему, так. Это вообще в одной организации. Потом после нее вот это комплектовщик с переводом на торговый представитель. Потом я устраиваюсь продавцом в магазин, и там меня тоже сразу повышают до администратора. Ну, там буквально через пару месяцев, по-моему, меня повысили до админа. Я поработав админом, потом увольняюсь, уезжаю в другой город. Меня сразу берут заместителем управляющего магазина. Потом, короче, я оттуда ухожу уже на фабрику региональным менеджером. И там меня тоже повышают до начальника отдела. И потом я оттуда, короче, пошел уже на вольные хлеба. Ну, в свой бизнес, типа. Вот. Но там был еще момент, вот, который, ну, то есть, как оно выглядит. Оно так получается, что я куда ни приду, меня сразу повышают. Ну, по сути, так и было. Как бы единственное, вот эти, когда я поубирал, да, шероховатости, что там я типа уволился, а потом опять туда пришел. Это же как бы 2 записи в трудовой, да, и оно не так выглядело, как в резюме. Ты смотришь, пришел, потом с такого-то уже на должности выше, с такого-то на должности выше. Вот, это выглядит намного лучше. И вот последнюю тоже шероховатость вспомнил. Это когда я был начальником отдела продаж, а потом я переезжал в другой город жить. И я переводился, так как мне надо было уехать, я переводился на свою прежнюю должность. То есть я с начальника отдела переводился на регионального, но уже работающего типа на месте, типа того. Вот это тоже я убрал, этот период. Он-то в трудовой записан, но они же трудовую не проверяют. Ну, если где-то будет, то придется объяснять, почему так вышло. Но суть как бы
глобально не меняется. То есть то, что я там после этого перевода поработал полгода или сколько, а потом уже ушел в свой бизнес, я думаю, это не глобально. Вот оно, конечно, и выглядит так, что я типа ничего себе какой мега-продавец. Вот он и впечатлился. Но главным событием сегодняшнего дня стало то, что когда я дома обедал, пришла моя младшая дочь из школы и говорит: батя, хочу, говорит, на море. Ну, я ж по привычке ей как бы говорю: все, давай, поехали. Она: давай. Я говорю: без мамы. Она: ну да, без мамы. Я говорю: ты и я. Она: да, без подружки. Ну да, она все равно не может. Я говорю: мала, еще раз, ты и я едем на море? Да, говорит, едем, а лучше летим, потому что хочу полетать. Я прям такой вообще в шоке. Ну как, сколько раз я им предлагал, что старший, что младший. Они меня слали нафиг, без мамы никуда. Я уже потерял все надежды на это. А тут она, короче, разродилась. Я говорю: малая, где ты была? Я тут не так давно отдых в Испании прикидывал, когда все было четко. Ну а сейчас же жопой чувствую, сейчас зайду, этих билетов уже, конечно же, нету. Барсов дешевых и так далее. Я ж такой бегом сейчас, говорю: малая, секунду, смотрю. Короче, все, нету. Ну, там, либо лететь неудобно, так, чтобы без Кёльна там одному человеку за 20-ку полететь как-то дали, сколько там было. В общем, такого нету. Удобные вылеты, нам двоим там больше сотки, короче, туда только. Ну и я такой, приуныл, что-то. Говорю: малая, все, я понял задачу, буду сейчас думать, куда шо. Она: я хочу, чтобы там было вот это, маленькие желтые домики, там что-то пляж, чтобы жить там чуть ли не на пляже. Ну, короче, свои все подростковые хотелки начала наваливать мне. Я уже такой думаю: так, как же ж. Ну, я говорю: да, малая, все без вопросов, конечно, будет все в высшем виде, в лучшем виде, вернее. Она: и в Макдональдс будем ходить. Я говорю: конечно, будем. И, говорит, жить будем не под мостом, а в гостинице. Я говорю: да, ну, говорю, в лучшем, типа, в худшем случае в квартире, типа, своей, ну, такой съемной, типа. Она: о, все, супер, типа, давай, ищи, батя, давай, куда можно поехать? Я что-то там бегом судорожно скайсканер открывать туда-сюда. Она на компе, короче, неудобно. Я говорю: малая, пойду гулять, поищу. Говорю: у меня в телефоне все, там мои настройки стоят, типа, такое. Я вот это сейчас же иду, чуть-чуть посмотрел направление и все такое. В общем, сам обдумываю эту мысль. Как мне такое счастье привалило, что у меня есть шанс с младшей дочерью провести там некоторое время вдвоем. Ну, она говорит, там типа дня 3. Ну, я уже как-то буду, у нее все равно каникулы. Я буду смотреть там, как получается. В общем, это надо сделать вот в июле. Получается, максимум через, даже меньше, чем через месяц, наверное. И, короче, вызов интересный. Даже говорю: а ты понимаешь, что, ну, по деньгам там сколько ты готова потратить? Ну, понятно, что деньги мои, но вообще, говорю, ты хоть задумалась, что это может стоить? Типа, ну, прощупаю, насколько она реалистично вообще на жизнь смотрит. Она: ну, я хз, говорит, может, евро 400. Я говорю: малая, это мало. Она: ну, блин, ну, не больше 1000. Ну, такое, лишь бы что там это ляпает. Я говорю: ясно. Там, что такое, мошка в глаз лезет. Ну, вот, и я, короче, иду, сейчас вот это мозгую. Как же быть, куда ехать. В общем, посмотрел по-всякому Испанию. Ну, ничего удобного. Эти вылеты все лоукостерские, кроме Кёльна, Берлина, Гамбурга, все неудобно. То есть там добираться, даже если может стоить, допустим, 15 сам самолет, то добираться до этого аэропорта просто там перекладными такими, еще там десятка, чтобы до него доехать. Он там в 100 километрах обычно от города, там всякие Дюссельдорфы и прочее. Ну, так, навскидку говорю. Вот. То есть удобные вот такие, которые в черте города. Там Бранденбург, в Берлине, в Гамбурге аэропорт и в Кёльне. Может, там еще какой-то надо поспрашивать у GPT-шки, но, по-моему, только эти. Вот, и я же начал смотреть. Ну, все, вижу это Испании, короче, ничего интересного нету. Если в Жирону куда-то вот так, чтобы на Коста-Браво, то, получается, вылеты неудобные. Если из удобных аэропортов дорого, капец, там, я же говорю, выходит сотка. В общем, я такой думаю, сейчас может Италия, потому что Италия значительно дешевле. Ну, так вот, навскидку я поспрашивал у GPT, какие там есть курорты от Милана, чтобы скоростным поездом доехать недалеко. И он мне там набросал какую-то Савону. Не знаю, еще толком не смотрел, что там к чему. Ну, говорит, что типа классно, супер, все, там ехать пару часов, короче, на скоростном. И типа там чуть ли не десятка проезд будет стоить. Но это все нужно проверить. Вот, а почему Милан? Потому что я когда-то по этому маршруту летал из Кёльна в Милан.
И сам Милан мне очень понравился, честно говоря. И там же рядом озеро Кома. И ты прилетаешь не в Милан, а в Бергамо. Вечером, правда, вот ты прилетаешь в 10 вечера. Я тогда добирался до Милана ночью, и где-то в хостел я заселялся около часа дня. Но теоретически можно остаться ночевать в Бергамо, посмотреть с утра, там сводить малую Чита-Альту, показать. Ну, шикарное место Бергамо. Кто знает, тот знает. Короче, кто не знает, тот посмотрит. В общем, это бомба. Кто-то помнит еще Труфальдино из Бергамо. Ну вот, поэтому это мне намного интереснее выглядит. Допустим, если даже в Милан не ехать, посмотреть Бергамо, может там на Комо двинуть, там пару деньков бы, и потом где-то еще на этом море дня на 3, и как-то потом улететь куда-то. Ну, тоже я, наверное, не из... Ну, хотя, может, из Милана назад. Я обычно вот это люблю, короче, когда летишь сначала в одно место, вот тот же Милан, как я летал. То есть я из Милана потом летел в Барсу, а возвращался уже из Барсы домой. Вот, то есть мне такие маршруты нравятся. Я бы хотел, конечно, и дочери показать эти варианты. Ну, то есть я хотел бы, чтобы... Вот она, по сути, нигде не путешествовала, но я хочу, чтобы она начинала ездить, ну, как бы вот в таком режиме понимания, что все сейчас легко и доступно. То есть если у тебя есть телефон, нету ни языка, ничего, но у тебя есть телефон, есть чат GPT, там какое-то небольшое количество денег, она должна понимать, что все это реально. Что ты, приехав в любой город, можешь не просто кричать: «Караул, что мне тут делать?», а типа все, что тебе нужно, забить в телефон, перевести, увидеть, спросить, разобраться и так далее. То есть это все как бы просто. И вот пока у нее толком опыта путешествий нету, мне бы хотелось ей заложить вот такие навыки, да. Потому как она ездила с матерью только в Париж, там как бы организовывала это все жена, и там у них, я так понял, вышло все печально. Но дети недовольны, короче, были программой. Ну, старшая точно, а вот младшая не могу точно сказать. Ну вот, поэтому я, конечно, не могу сюда, в эту поездку, шаблон взять свой, когда я там живу в хостелах, прям, то есть это бегаю целыми днями до упаду, это ей не подойдет, потому что у нее и выдержки такой нету, и зачем как бы ребенка умаривать. Вот пожалел, конечно, я бы все-таки хостел, чтобы где-то ей попался, чтобы она понимала хоть как он выглядит, что в нем тоже ничего нет страшного, и он весьма может быть комфортным и удобным, когда надо. Ну, то есть, может, там, если будет в этом путешествии какая-то одна ночь, вот нужно просто переночевать, там, вечером приехал, утром уезжаешь, то я обязательно пихану туда хостел между квартирами какими-то или... Вот. Так что вот такие вот интересные новости у меня сегодня. Не знаю, получится или нет. Я надеюсь, она не передумает. Надо еще у матери узнать, какие там у нее термины, потому что эти врачи здесь запись за полгода, блин, там может что-то повыскакивать, что не будет и промежутка, и перенести что-то будет неудобно или еще что-то. То есть мои термины меня вообще не волнуют. Я все, что надо, там, даже если меня в джоб вызовут, я, короче, не пойду туда. В крайнем случае объясню этой операторше своей, я думаю, она поймет, что я с ребенком, блин, первый раз в жизни могу провести время какое-то как отец, типа того. Так, надо назад, наверное, идти. Не хочу по солнцу гулять, пойду лесом назад. Что-то 7 километров только что пропищало, как раз следующую семерочку пройду обратным путем. Ну вот это прикол, конечно, она сказала, чтобы спать только не под мостом. Это она не просто так. Я когда ездил как раз вот эту поездку, когда Милан, потом Барселона, я прикалывался над ними, и они, походу, поверили в это. То есть я еще когда в Дублине был, увидел чувачка там одного, ну типа бомжа, не знаю, в деревне Хоут, он прям возле остановки и там недалеко от маяка поставил палатку и, короче, жил в ней. Ну там он в тот момент, когда я там был, он лежал в ней, возле этой палатки стояла просто кружка, ему там кто-то кидал денежку, он там что-то лежал, втыкал в телефон в этой палатке по кайфу. И такой вообще на бомжа не похож, типа цивильно более-менее одет, там туда-сюда. Ну понятно, что какой-то как бы неблагополучный, но тем не менее. И я такой жене говорю: вот это прикинь, чувак, там отдыхает, может там путешествует или еще что-то, бугар, типа ему еще деньги платят. Ну вот это приколол, говорю, тоже хочу так. Ну, как бы в шутку. Ну, я всегда так прикалываюсь, типа, там, на грани с реальностью. То есть, не всегда люди понимают, когда я шучу, когда что-то всерьез. То есть, я надеюсь на их трезвомыслие, а они думают: да что, все возможно, типа. Вот. Ну, и, короче, я вот этот прикол и рассказал. Вижу, она такая, ну, задумалась, что я могу это исполнить. Ну, думаю, окей. И тут я, короче, прилетаю в Милан и иду заселяться в хостел или куда-то. Или на следующий день из хостела иду и вижу под мостом, короче, бомжи тоже живут.
А мы еще с женой, когда во Флоренции были, видели тоже этих бомжей, тоже эту тему обсуждали. Они вечно же там, как кто в Европе был, тот, ну, может, видел тоже. Они, короче, располагаются такими, как бы, как тюлени, вот это лёжки устраивают. То есть там много их обычно подряд, там навально всяких мешков, палаток, и они, короче, тусуются. Спальных мешков, я имею в виду, матрасов, там что-то такое. Вот, и, короче, я ж тоже прохожу мимо одной такой лёжки под мостом в Милане там. И сфоткал, не было, они все, видно, там где-то по делам ходили, эти бомжи, а просто вот лежит спальник, все там застелено аккуратно. Я там прям мимо него вот прохожу полметра. Я, короче, его отлично так пофоткал, снял видосик, что-то там короткий этот кружочек записал, все, говорю, мала, добрался нормально, сейчас буду залазить, типа постелился, буду залазить спать. Ну, типа, что я, мол, эту свою бомж-теорию воплощаю в жизнь. Ну, и отправил. И она, ты что гонишь, типа, а где ты взял это все? Ну, что-то такое, там, слово за слово. Ты, что купил тут на eBay, типа, местном бэушку. Я же, говорю, когда еще ехал, типа, заранее договорился, все, сейчас поехал, у человека забрал, там, 15 евро, типа. Ну, короче, дальше начинаю разваливать это все. И она, походу, ведется, или что там было, не помню, короче, как там мы конкретно разговаривали. Ну, вот это я этот прикол отправил. И потом что-то уже из Милана в Барселону перелетел. Ну она что же, детям вот это тоже, всем я эту мульку протирал, там и теща рассказывал, короче, всех, кто спрашивал, говорю, то, что Марина, мол, не говорила жена моя, что я, ну, они там, где ты там живешь, да, говорю, все хорошо, у меня не переживайте, ну, и вот это что же, этот прикол дальше тулю. И потом приезжаю в Барсу, а там тоже этих бомжей, что дурных, где они там только не стоят, и на Монжуике, на холме, короче, в таких красивых местах ставят свои палатки, что прям можно реально позавидовать. И в этом парке Читадели, в общем, кайфуют. Я же эти все палатки всегда фоткаю и видео снимаю, ну, мне интересно, как бы, типа, это же вот реальная жизнь, я люблю такое снимать, то есть не только там красоту какую-то там Парижа или Барселоны, но еще и реальную ситуацию. И вечно где получается, так вот, говорю, в Барсе я сейчас в таких условиях живу, там типа палаточка уже стоит, все, я же тоже рядом с ней, там где-то бомжи на фоне лазят. Ну такое, говорю, пойду тоже сейчас, наверное, где-то кружку поставлю, буду, короче, или петь, или танцевать, что-то как-то зарабатывать. Ну и такое, на грани вот этих шуток, как-то я тогда вернулся, ну, объяснил, что, типа, все это прикол, или тогда признался. Как только я понял, что они действительно верят, уже там, или где-то процентов на 80 мне поверили, я сразу признался, ну, что, типа, не угорайте, это прикол. Вот, ну, малая, видно, у нее что-то в голове отложилось, что я там чуть ли не в таких условиях живу, говорит, под мостом жить не буду. Я сел перекурить. В этом месте раньше часто останавливался, а так-то давненько не был, все крапивой позарастало. Сейчас пойду назад на палочках, 7 километров, где-то так. Вот, тоже смотрю поездку эту теоретическую. В принципе, можно на начало июля. Есть и в Кёльн недорогие билеты фликстрейном по 10 евро, там, грубо говоря. В обед приезжаешь в Кёльн, а там на вокзале сразу выходишь, и Кёльнский собор. Можно бы приехать было там посмотреть соборчик, походить, тот же Макс сходить, и вечерком уже около 8 с чем-то там вылет на Милан. Провести время полдня в Кёльне. 20-ка туда стоит добраться нам двоим. Ну там плюс еще по городу у себя, там, короче, 30-ка, да, чуть больше, 35. И перелет выходит, по-моему, 35 на двоих туда. Ну, короче, если из Бергама ехать, еще плюс 20-ка, по-моему. В общем, в 100 евро можно вложиться всю дорогу. А то и дешевле, если ночевать в Бергамо. А альтернатива на Испанию, те же числа. По-моему, 100 только сам перелет. И еще ж как бы добраться до Кёльна и потом добраться из Барсы. В общем, надо думать. Ну, пока вот мне что-то Италия интереснее выглядит. Ну, там, я же говорю, все от малой будет зависеть. Она еще такая, да, но может передумать, может обломаться по месту потом, куда ехать. Ну, я ж тоже, как бы, денег у меня не особо много. Я, как говорил, живу на пособие. Но ради такого случая, конечно, потрачу все, что есть. Но хотелось бы все равно как-то это сделать с умом. И ребенку заодно показать, что можно бюджетно и, тем не менее, интересно проводить время. Ладно, такие новости на сегодня. Что-то более интересного, чем вот этот прикол с путешествием,
с дочкой уже, наверное, сегодня не случится, я так думаю. Поэтому прощаюсь до завтра. Пока-пока.